рассмотрим людей системы, которые управляют этой системой. У них есть какие-то знания о магии, техномагии. Откуда эти знания? Они передаются из древних времен, или они ее получают, или они имеют, или они передают с семьи в семью? У них есть полный доступ к этой информации. Я вижу это, что они получают ее через книги. Очень старинные книги. То есть, как бы, все то, что нам показали по истории, что это все сожглось, это все вранье. Это показали для того, чтобы мы... То есть, как бы у нас была информация о том, что ничего не сохранилось. Вообще ничего. Ну, Саша, По поводу нас. нет. Что, Наташ, ты сказала, я не услышал. Сожгли у людей, обычных людей. Для людей, да. И у людей, и для людей. У них полная информация, там столько этих книг, сколько всего. Ну, то есть я вижу это как книги. Даже есть такие книги, которые, блин, они даже больше наших тел, не знаю во сколько раз. Такие даже книги. Очень большие. Хорошо. То есть они управляют, исходя из этого знания, да, и они передают эту информацию своим детям, обучают и управляют, исходя из этого знания. Но, как я понимаю, как прозвучало в предыдущем видео, у них нет искры в сердце, да? Они вытягивают как бы оттуда вот то, что им нужно для управления и для, как можно так сказать, быть на коне. То есть управлять всем тем, что здесь, ну, есть здесь на земле. И всем это говорится о всем, о людях, о природе, то есть все сюда включает в себя. Но по сути это знание, по сути это магия. Алхимия, магия. Нет, они не достают до алхимии. То есть как бы здесь какая-то, я не знаю, что происходит с алхимией. В алхимии тоже есть вот эта вот искра для того, чтобы она работала. То есть есть знания, то есть они об этом знают, но вот чтобы получилось это, я не вижу. Это больше алхимия, здесь я это вижу больше процесс как самого человека. Вот когда он вспоминает вот это вот то, что он маг, у него есть вот магические, можно так сказать, да, опять же, это о магии той, которая, ну, как бы для каждого. Не говорится за магию глобальную, которую ты можешь повлиять на все пространство, а той, которой ты можешь повлиять на самого себя, на тело. Вот здесь вот я вижу больше как алхимию, потому что это активируются процессы в организме, и они, да, ну вот как больше на самого себя, на одного человека. А то, что спрашивалось, то, что спрашиваешь раньше, то это как вообще, ну, как бы взять глобально. Я понял. Совсем другие. Это как бы энергетически это считывается две разные вещи. То есть... Наташа, что ты видишь? Можешь, Саш, задать вопрос еще раз? Я спрашивал про людей системы, как они управляют всеми процессами, то есть они обладают знаниями. Откуда они берут эти знания? Я увидела пирамиду. Вижу, это, наверное, какое-то одно сознание. Она стоит на самой верхушке. До третьего уровня мы не видим. Уровни ниже – это уже те люди, управляющие, которые мы видим через экран, через СМИ. Но это просто исполнители. Да. Самое первое вот это сознание, там это что-то, там есть вся информация обо всем, это не человек, это какое-то сознание, огромное причем. Потом ниже уровень, там уже
немножко другой вид сущностей, да, совершенно, уже не обладающие, которые могут вот знаешь, если через сито сыпать отсюда информацию, то на самое дно попадают только на самое дно. Там и фрагменты. Вот, я про вот этих двух, очень, почему двух, я сказала, не знаю. Вот, первый уровень сознания, даже увидела цвета, какие это такая черно-красная, какое-то похоже на и морское, и космическое, вот какая-то огромная такая сущность, ни мужского, ни женского пола, но это там вся информация обо всем. Ей не нужно ни говорить, ни передавать. Потом, значит, ниже на уровень. Мне почему-то вот как из образы из матрицы, вот эти агенты Смит. Кто? Агенты Смит, вот эти, да, вот они два, они тоже выше находятся на уровне, ничего, закрыта очень информация. Вот от них вообще закрыта информация. А дальше уже пошли уровни, где идет получение информации через книги, через записи какие-то голосовые записи, книги и устные. А устно кто говорит? Ага, еще и вот на вот этим третьем уровне тот, кто говорит устно, там очень много лет. Это как бы человек, но сознанием, который очень ему много лет, который способен еще устно передавать какую-то информацию. Он уже как и в полусостоянии и не помнит, не знает, но он может какие-то вот передавать. Ну вот если, знаешь, как по ясновидящий, который, но у него опыт свой прожитый, с этой памятью всего, вот как черепаха тортила, да, сколько там. Но это уже такая совсем обрывками информация, это уже оно как уходит, ну, совсем доживает, скажем так. Ну вот все. И сколько ему? Несколько тысячелетий? Меньше. Меньше. Несколько столетий? Да. Интересно. А вот это сознание, Наташ, на самом верху. Вот ты же сказала за систему. Это как-то связано с системой, Саш. Но вот это не... Я не могу туда, как сказать, вот если сознание Бог, да, вот мы же каждый там создателем своим, ну не своим, это и канал высшей истины. Это не то, это очень скрытое, Саш. Это чисто системное сознание. Понимаешь? Создано, чтобы вот тут так было, этот порядок, эти условия, это, ну вот, главный, скажем так, это что-то, сущность это. Но она же, эта сущность, она же внутри большей системы природной и естественной. Или нет? Как вроде бы параллельно, Саш. Параллельно? Ну вот у нее сужены рамки, скажем так, только на землю, систему и правила. Как бы так. Вот такого, как творец, создатель, искра, этого нет. Да, там другие очень энергии такие мощные, и знания есть обо всем. Но там не космические, и все записано, что все происходило на этой площадке, да, где мы сейчас. Больше космическое все-таки, да.
Наташа, а отодвинься и рассмотри обе эти системы, которые ты говоришь параллельно, и посмотри, каков замысел существования этой площадки в таком виде, в каком он есть сейчас. Нейтрально, без плюса, без минуса. Это находится в этой системе больше. Еще раз, что именно? В какой этой? Помнишь, ты сказала, это находится в системе Творца как-то, или как ты сказал? Да. Это... В большей, да. Это как большой шар, и внутри есть шарик. То есть есть большая матрица, условно, как создан мир по шаблону, по образу и подобию, а внутри вот такая, ну, скажем так, искаженная с другими. Да, есть четкие границы, где оно есть, и оно не выходит из этих границ. Да. Давай рассмотрим, для чего, каков замысел существования вот такого пространства, вот именно с таким функционированием системы. Который кажется нам несправедливым, угнетающим и так далее и тому подобное. Ну вот эту искру не потерять, верить в себя. Это то, что ты говорила в предыдущем видео, да, что это в тех условиях, где у тебя все хорошо, ты на своем месте, это все легко. И магия, щелкнул пальчиками. А здесь тебе нужно в связи с этим, в связи с этой вязкостью, сложностью, давлением остаться собой и еще как бы выкристаллизовать это. Я сейчас, не знаю, как этот образ, я сейчас спускаюсь откуда-то, да, и подхожу к этой системе, стучу в двери. Мне страшно одновременно, потому что я знаю, с чем я встречусь. Очень страшно, я дрожу. Но при этом я так переживаю, чтобы мне все-таки открыли эту дверь. Вот как молю, откройте мне эту дверь, чтобы я сюда попала. Ну вот так, это... Есть в этом что-то вкусненькое, да, притягивающее. Я здесь, я знаю, что я пройду вот эти все уровни и сумею сохранить и расстаться с тем, что мне мешало раньше. И вообще это как, ну, это такой шаг, как квест, это как рискнуть, это как полезть на гору, можно так. И мне и страшно, и хочется, вот этот азарт, и это такая смесь всего. Я сейчас плакать хочу. Я хочу обратно. Откуда, Инна, 5 секунд потерпи, я вижу, ты уже скучаешь тоже. Сейчас еще один вопрос. Наташ, а откуда вот эта вот тяга постучаться к системе? Почему рождается вот это? Пришла за этим, Саш. Я сюда пришла, и как бы я знаю, что у меня будет. Мне как бы есть эти главные события, которые произойдут. Только они. Вот. И они могут произойти только вот здесь, в этой вот системе, в этом, вот под этим давлением, под этим. Вот как я туда дойду, я вот этого не знаю, никогда не знаю. Вот от этого мне страшно, и, наверное, здесь уже больше человеческая личность включается, физическая. Но мне прям страшно. Ну, потому что я как бы вижу это уже со стороны, как это выглядит, каких это все красках, что там чем пахнет, как говорит. Да. И вместе с тем ты идешь в этот страх. И вот здесь рождается то, что не может родиться там, где этого нет. А еще вот зачем я прихожу, я как там нахожу этих родных мне людей, понимаешь? Я как собираю вот свои частички из этих людей. Только здесь, видишь, получается, я смогу их вот так потрогать, прикоснуться к ним, повзаимодействовать, собрать какую-то единомышленников, да, группу. Вот как собрать огоньки, которые горят в душе.
каждого. Да, классно. Аж трепетно внутри от вот этого. У тебя аж самой слезы наворачиваются, да? Все нормально, все. Отсоединись эмоционально от этого. Все хорошо. Ты почувствовала, прикоснулась. На самом деле вот эти все сказки, это тюрьма, это здесь там то, здесь там это. Так это все замысел, чтобы мы прошли этот опыт, и мы здесь получаем столько всего, что, мама дорогая, что не получишь в тех своих мирах, где все идеально. Инночка, тебе слово, что ты... Если вернуться туда-обратно, вот это, которое, это искусство. Сознание, оно искусственно сделано из тех знаний, которым был доступ у них. Он искусственно сделан, он, то есть магически сделан, вот так вот. То есть получена информация, даже принужденно, насильно эта информация была получена. Вот так вот я это энергетически считываю. И делается это насильно все. То есть здесь через насилие. Даже вот это вот сознание, оно создалось, потому что была группа людей, которая создала это сознание. То есть Это как бы эгрегор, да, по сути. А? По сути, это эгрегор. Ну, Это сознание. эгрегор здесь, если вот так вот, как я это считываю энергетически, это совсем чуть-чуть другое. Там действительно сознание создано. Вот именно сознание, вот как вот есть понятие сознания, да, вот оно и есть. И оттуда вот как бы вот эта заложенная информация, да, которая заложена, но она сделана, я же говорю, как через насилие, через каким-то вот таким вот путем, ну, неестественным, ненатуральным путем это все сделано. Через какую-то черную магию, да? Но она не магия, она не черная магия, она через ту магию, через ту информацию, которая вот была, вот есть магия, они просто ее сделали по-своему. Это знаешь, как... Точно, информация из космоса, космические какие-то что-то космическое, потому что это сущность, и вот я его вижу, как она выглядит, но вижу подпитку откуда она живет, да, из космоса. Ну, потому что мы-то тут многие, как говорят, правители с космосом взаимодействуют, да, там с инопланетянами, это нам так говорят. Тебе не идет это из космоса, ну, больше она питается, живет, существует, это сознание. Где-то я не слышала. Я тоже не уловил до конца твой спич. Питается оно откуда? Отсюда или из космоса? Инну спрашиваю, вот ты чувствуешь, что оно вообще не способно от Земли даже получать, не может? Оно питается из космической энергии. Это, ну слишком Потому что намного. это, ну, как бы магически сделано. Она создана самим человеком, у которого есть искра. То есть, создана она как насильным образом. Вот так Каким-то вот. ритуалами Да, какими-то насильственными. через, ну вот, так как ты говоришь, да, допустим, Саша, то, что вот черная магия, да, это просто назвать. Да, Можно я понял. как белая магия и черная, да, и вот как бы вот можно назвать, что это типа было создано черной магией. Но оно, да, оно не находится на этом уровне, оно намного, ну, как бы уровень совсем там другой. Ну, то есть это сознание общее, вот созданное, то, которое вот человеком создано, но через знанием магов. Я чувствую немножко пониже вот это, о чем ты говоришь. А вот то из космоса это другое. Я чувствую, о чем ты говоришь. И это какой-то слой другой. Интересно. Как ты чувствуешь вот это сознание? Это некое существо, Да, это созданное, рожденное, или
Или что это? Это сущность наполовину с технологиями связаны, наполовину с чем-то водным и еще наполовину космическим, технологическим процессом. То есть оно созданное Творцом каким-то. Ну, в принципе, Инна-то про это же говорит. Ну, просто что другими словами. Наташ, тебя не было слышно, последнюю фразу. Нету, там людей нет. О том, в чем ты меня Человек спрашиваешь. искра. Человек для меня это искра. Искрой создан. То есть как бы... Ну ладно, все, значит, информация идет с других. Мне идет информация. Как бы это не делает из-за того, что это сознание тоже имеет право на существование. То есть это как получается мной же создан, да, вот Богом же создано это. И пока человек, здесь идет, ну да, вот сразу вопрос, как бы, да, как от этого, не то что изолироваться, а оно, знаешь, как бы меняется человек, меняется его состояние, меняется, и то тоже как бы приобретает другой образ, другую форму. Ну, то есть здесь опять же показывается, насколько важно наше воплощение здесь на Земле. Вот эти вот все трэши, которые мы проходим, все те опыты, которые мы здесь проходим на Земле, нигде такого нельзя получить. И такого роста. Поэтому, ну это, я не знаю, это связь такая вот. Ну, это как я купила билет на этот аттракцион. Я знаю, что это будет урор, и я не знаю, смогу ли я эту искру донести до самой вершины, не потеряв ее. Я не знаю. Или я упаду, окажусь на самом дне. Я тоже не знаю. Но я иду в это. И я знаю, что если я доношу эту искру до самого последнего уровня, если я донесу, я тогда даже смогу увидеть вот это вот глазами, да, вот человеческими, наверное, это предсмертное будет, я смогу увидеть вот эту систему всю, о которой мы сейчас рассматривали. Как здесь все работает, мне раскроют все карты, если я смогу как бы свой вот этот намеченный путь пройти до конца, смочь как бы, ну, все, что загадала, смочь... В тех условиях, каких есть, не ломая условий. Да, вот я вижу, или солнце это внутри меня, или факел, и я или дойду до этой вершины, да, или упаду. Не Да, знаю. получается, что борьба с системой – это трата времени и нереализация своего задуманного. Хотя, возможно, кто-то здесь пришел именно бороться с этой системой. Да, я просто сама купила этот билет, как я могу бороться? Я сама купила, он не стоил чего-то. Да, и ты взяла гаечный ключ и давай раскручивать этот аттракцион. Ну да, есть и такие, Саш. Это для системы тоже строить новое укрепление. Ну да. Все настолько грамотно, гармонично. Ну, может быть, выглядит не гармонично, но все грамотно, да. И она обучается вместе с нами, и мы вместе с ней. Да. Да, здесь это так и считывается, идет взаимообмен. Ну, как бы, да, если смотреть на уровень здесь, идет взаимообмен. Я поэтому и стараюсь использовать термин «игра», потому что он упрощает это все. Потому что это игра, это виртуальная игра. Мы зашли сюда, купили билет, поиграли и вышли отсюда. Но вынесли отсюда какие-то переживания, какой-то опыт, какое-то раскрытие или какую-то кристаллизацию. Потому что вот как еще я поняла, осознала ценность физического контакта. Только здесь я могу это сделать. Пойду сейчас их обнимать своих и кайфовать. Здесь вот, я это и делаю, вот.
Нет, все, вообще все, не нет, а да, вообще все действия, которые мы можем здесь получить, опыт, да, Физические. физически, это поэтому, ну, то есть, блин, это несравнимо ни с чем, ты нигде не можешь такого, поэтому вот считывается весь опыт, который мы здесь получаем, это такое расширение. Там создаются вселенные. На вот этом опыте там мы создаем вселенные. То есть можем создать вселенные. Нет ни одной больше такой планеты, на которой можно собрать вот этот вот опыт, вот это Ну да, я вот раскрытие. вижу, как Инна получает информацию, ручками вяжет, его можно потрогать. Саша сказал, я тоже это ощущаю, я там нарисовала, тоже ж там человека потрогала. То есть мы способны проявлять и тут же на физике выдавать продукт. Вот нигде так нельзя. Спасибо, игра под названием «Жизнь земная». Круто. Я рад, что мы это сказали. И единственное, что я выключил запись, и вы вдвоем начали важное говорить, но оно выпало, ладно. Уже после сеанса. Но Ну, тут тоже Инна важные вещи говорила. Было интересно за этих 5 минут. да, но запись была выключена, к сожалению. Ничего страшного, все так и надо, в другой раз Да. раскроется. Ну, мы сказали главный момент. Вот идет, вот знаешь, это как, видимо, послание всем, наверное, или не всем, ну, короче, кто должен услышать его, значит, и дойдет это тоже информация. Как создавать, создавать группы людей, единомышленников, потому что оно создает такую силу, с которой вообще не могут, ну, то есть, да, вот если взять влияние, постороннее влияние на это общество нет, ну, то есть, как бы, блин, оно уходит на ноль. То есть, Инна, а я могу вот дополнить, не знаешь, как ты говоришь, опять за влияние, я знала об этом влиянии, но вот то, о чем ты говоришь, что группы людей, мне легче проходить здесь это все, когда я держусь с тобой за ручку, с Сашей за ручку и со всеми другими, мне так легко, мы как друг друга дополняем, как помогаем, облегчаем вот эти вот страдания, этот путь жесткий, колючий, да, вот как русалочка, когда первый раз ступила ногами человеческими, это адскую боль ей причиняло. Мы все здесь так. И нам словно легче, мы как, ой, как цепочка одного целого, как ангелочки, знаешь, друг другу. Поэтому надо делать группы вот поддержки. вот в фильме ОА там очень красиво это показано, что группа людей, насколько они могут создавать вот эти вот магические, да, пускай каждый просто вносит свою Каждый свой элемент, да. магию, свою частичку, свою уникальность, да, каждый вносит в эту группу, и она создает такой магический центр, ну, то есть, как бы, да, с вот этим вот, с этой любовью, истинной любовью, вот этой вселенской любовью, которая, и она просто начинает, пространство начинает звучать этой любовью. И в этом пространстве, понятно, каждому человеку он начинает себя чувствовать совсем по-другому, о том, что Наташа говорила, становится намного легче, проще. Мир видится совсем по-другому, видится, он уже не такой жестокий, он не такой уже несправедливый, да, то есть Прекрасный даже. он вообще все вот это, потому что на сегодняшний день вот это разделение, разделяй и властвуй, то есть принесло, с одной стороны, человек, тот, кто научился, он научился быть сильным, да, ну, то есть вот проявлять эту силу воли по самому себе, но большинство людей увеличилось вот это вот эго, вот эта корона, которая, ну, даже здесь не об этом, даже не об этом эго, вот такое уныние от людей чувствуется вот в этом разделении. Это как потерять частичку себя.
А вот когда люди собираются, да, и почему единомышленникам проще, ну, начинать проще, потому что у них одинаково, то есть уму проще. Он не так скучает, там не начинает искать, то есть какие-то эти, и вот начинать создавать вот такие вот группки людей, да, вот, делиться, каждый делится своим. И это, я говорю, это как магия. Саш, вот если мы сегодня говорим о магии, вот это вот тоже, это самая настоящая магия, которую можно сюда воплотить, то есть вот с которой можно использовать здесь. И в группе проще всего это использовать, потому что это как, знаешь, как такой какой-то шар защитный создается, да, и он настолько сильный, да, что ты, ну, как бы, если сравнивать, да, вот одного человека и группу людей, понятно, этот шар там вообще, он становится неуязвим. Я даже увидела, что в группе людей не то, что даже легче, а быстрее уровни проходишь. Быстро, не так, как в одиночку. И система позволяет это делать. Но Как она говорится, позволяет, все от нашей осознанности. да, потому что здесь видно, да, вот это видно эта осознанность, и системе просто она там не может, ну, как бы она не резонирует с этим. Эта группа начинает настолько вибрационно высоко резонировать, что система просто, она, я же говорю, что она как ну, пропадает. Ну, не то, что она пропадает, она существует, но она до того уровня она просто не может. И ей единственное, что приходится делать, это становиться удобной. Потому что если нет, она знает, что если нет, она просто пропадет и перестанет существовать. Вот так. Все, я все сказала. Спасибо, Инна. Всё, теперь Спасибо, мне Наташа. легче, потому что теперь я все сказала. Выговорилась. Все, отсоединяйтесь от всех и от всего. Отсоединяйтесь, а то вы сейчас опять пойдете с этим в жизнь. Все, оставляйте это там, где оно взято было. А у меня, видишь, оно потому и не выходило, видимо, потому что надо было продолжить. Ты меня Не выводишь, а я вообще не вывожусь. Да. Ну, все. Вы все закончили? Ты тоже, Наташ? Или что-то хочешь еще добавить? Я столько не общалась, знаешь, и теперь прорвала, как говорится. Ну, хорошо, это пользительное прорывание. Хорошо, все, отсоединяйтесь от всего и возвращайтесь здесь и сейчас, там, где вы сидите на стульчиках, на диванчиках, и вы чудесны, вы прекрасны. И идите обнимать своих родных и близких. Спасибо. Благодарю вас. Инночка, благодарю. Всем спасибо большое. Всех. Пока-пока. Информация, смотрите, я так как это чувствую, так как это вижу, энергетическая информация, она, хоть она из одного источника идет, да, она, то есть сам смысл вопроса, вот я это так увидела сейчас, что я этот вопрос, допустим, у меня идет насчет системы, да, для меня система это то, что вот здесь вот существует земное, у меня идет информация насчет нее, как она, то есть показывается, да, как она питается, как что, к чему, как что. Наташа это увидела, да, то еще один, как бы, как сказать, С другой стороны. да, ну, то есть совсем другую цепочку. И понятно, что здесь мне идет оттуда, да, как это вообще здесь все работает, как туда-сюда, эта система, как она влияет, как она была создана, т-т-т-т-т. Наташа другая. И понятно, что здесь вот это нормально. Мне кажется, что это нормально.